Всем привет, друзья! Вы на моем канале Никита Покрышкина о кето-бодибилдинге, семейных путешествиях и жизни в Аргентине. Этот ролик я давно планировал, но, как знаете, планов много, а времени мало. Рассказать, что это вообще были у меня за соревнования в Санкт-Петербурге в 22 году уже, да? Что это вообще все такое было, зачем я это делал, ну и какие дальнейшие планы. Ну а сейчас просто появился повод об этом рассказать, и дальше вы узнаете почему. Для начала небольшая предыстория. Мои последние соревнования были в 2017 году. Это была любительская Олимпия в Вегасе, одни из самых крупных соревнований и среди любителей, да и среди профессионалов, так как я выступал в один день с профессионалами. Собственно, какую себе цель в детстве поставил в 14 лет, так и сбылось. Я себе сказал, независимо от чего, но я буду стоять на Мистер Олимпии в Лас-Вегасе, на той же сцене, на которой там выступал когда-то Арнольд Шварценеггер и остальные чемпионы. Ну, как бы, знаете, как в космос пошлешь цель, так оно и будет. Надо было, конечно, загадывать, что я профессионал, там, выигрываю соревнования и так далее. Я себе сказал, что буду там. И я там действительно оказался, но среди любителей. В общем, к тому моменту я уже тренировался около 10 лет и уже понимал примерно, что моя генетика не позволит мне стать крутым профессионалом. К тому моменту в Америке мы уже вместе жили с Кристиной, и я принял решение уйти из соревновательного бодибилдинга, чтобы заняться тем, что у меня будет лучше получаться, но вообще, в принципе, расширением семьи, там, заработком денег и так далее. Потому что в это уходило все свободное времени, все деньги. Но как бы у меня уже 25 годиков было, да. После этого мы переехали в Россию. Я даже сходил на год в армию, потерял там всю свою форму. После возвращения из армии вернул ее без использования какой-либо фармакологии, просто в натурашку, на творожке и спортпите. То есть без каких-либо даже гормонов, там, пептидов и чего угодно. Ну, вернул настолько, насколько, как мне кажется, возможно в натурашку. И даже выступил на соревнованиях по бодибилдингу тех самых. Чемпионат Санкт-Петербурга, это было очень крупное соревнование. Мне было интересно узнать, чего я могу добиться, какого максимума из себя выжить в натураху, потому что я вообще раньше даже не подозревал, не знал, что можно, скажем так, круто выглядеть, круто накачаться без фармакологии. Все вокруг офигевали, спрашивали, что я даже себя колю, потому что, ну, типа, такой быстрый результат за такое короткое время и в такую крутую форму, которая у меня была, ну, для обычной жизни, понятно, не соревновательной, но как бы без фармакологии, как будто бы не верилось, что можно достичь. Еще и на кето-диете без углеводов, то есть у меня там и силовые были просто, на мой вес 83 килограмма, тогда я жал 150 килограммов на раз, приседал 160 и тянул 200 килограммов. Собственно, из армии я вернулся в весе 82 килограмма, сел на кето, через месяц выглядел уже вот так, потом еще через полгода весил даже, по-моему, на килограмм меньше и выглядел уже вот так. Реклам. Записывайтесь ко мне на онлайн-тренировки, мои клиенты получают 100% результат. Помимо программы тренировок вы получите программу питания, разбор анализов и подбор БАДов. Но если вы тоже живете в Буэнос-Айресе, то мы можем тренироваться вместе. Например, в этом большом фитнес-зале Ламека на площади Конгресса. Или в этом уютном тренажерном зале в самом сердце Палермо-Чико. Si tú tienes gimnasio privado en tu edificio donde tú vivas, podemos entrenar juntos ahí. Vamos! Это меня сподвигло завести блог, то есть рассказывать другим людям, делиться, как можно достигать результатов в натурашку без использования фармакологии. И как пример я решил, собственно, и выступить на тех соревнованиях, чтобы показать вам, ну, чего вообще можно добиться, какого максимума, как можно выглядеть, ну и посмотреть вообще самому, что из этого можно сделать. Да, конечно, я их провалил. Ну, потому что, понятно, сейчас на соревнованиях просто люди заряжены по самую голову фармакологией, стероидами, а в натурашке делать там нечего, особенно если генетика не очень. А я себя отношу к людям с неважной генетикой. В общем, для начала я постарался набрать даже еще массы и сел на такую жесткую массонаборную диету, но на кето, в рамках кето-диеты, то есть без углеводов. Ел примерно по 5000 калорий каждый день. И получилось набрать там в районе 5 килограммов за несколько месяцев. После этого я начал сушку, и уже через 2 месяца, опять же, без пептидов, без фармакологии, просто диета, творожок, да, и даже на самом деле я там ел шаверму без картошки и без хлеба, я ел там протеиновые шоколадки, но все то, что вписывалось в процентовку и рамки кето-диеты. И я смог сбросить там порядка 10 килограммов и выглядел уже вот так. Естественно, загрузку вообще не было понятно, как сделать, чтобы мышцы наполнились, так как я готовился на кето без углеводов. И поэтому я выходил вообще пустой, да, был сухой, но не жесткий, естественно, без фармакологии, ну еще и такой сдутый, вяленький, скажем так. За сценой это все выглядело, конечно, интересно, но на сцене вот как бы эффект другой, сами можете
можете увидеть. Но в итоге мне даже удалось обойти 2 человек без фармакологии. Это, в принципе, крутой результат, на самом деле, на таких крупных соревнованиях. Да, чемпионат Санкт-Петербурга – это второй по значимости чемпионат, можно сказать, среди любителей в России после самого чемпионата России. Собственно, после этого увидел свой максимум без фармакологии. Ну и дальше уже просто продолжить тренироваться для себя. Дальше мы с Кристиной решили расширять нашу семью, поэтому придумали роды в Аргентине, переехали сюда, живем вот сейчас здесь. И все это время я также тренируюсь без фармакологии, без каких-либо препаратов. Единственное, что я пробовал, это здесь уже в Аргентине, это пептиды. Ну, то есть, получается, без фармакологии я тренируюсь уже порядка 7 лет. И я думаю, я уже, в принципе, все, что можно было из себя выжить в натураху, я уже выжил. Поэтому считаю, что мне уже можно прибегнуть к фармподдержке. Тем более, мне уже 31, у меня есть ребенок. И, если честно, мои анализы так себе. Я давно отслеживаю уровень тестостерона, он постоянно в низах. Тестостерон общий 3,61 нанограмм на миллилитр, от 2,40 до 8,27 референс. Я перевел в русские. Собственно, моя следующая цель, которую я поставил себе здесь, это подготовиться на соревнования по бодибилдингу в Латинской Америке и подготовиться серьезно, то есть вернуться на соревновательный уровень и, возможно, даже получить про-карту. Сказочный долбоеб. Естественно, мне хочется это делать все максимально сохраняя здоровье, и поэтому я начал супер плавный вход. Сейчас только начал использовать ХГЧ и смотреть, как реагирует мой организм, анализы, тестостерон. После этого планирую уже перейти на полноценное ГЗТ, то есть с использованием тестостерона. Ну и после этого уже на ГЗТ нанизывать, добавлять уже серьезные фармакологические препараты для подготовки на соревнования. Возвращение на сцену у меня займет, я думаю, около 2 лет, может быть, в лучшем случае 1 год. То есть сейчас я буду плавно все это добавлять, следить за анализами, что-то редактировать и смотреть, как вообще отвлекается на нагрузку, на препараты мое тело, как оно реагирует, как оно растет, и из этого уже делать выводы. Впоследствии для подготовки к соревнованиям, естественно, уже будем общаться со специалистами, которые будут меня вести и помогать правильно подготовиться к соревнованиям. Зачем? Ну, во-первых, я все это время реально, как бы, знаете, не смирился, скажем так, с собой. Точнее, я думал изначально, что я смирился с собой. Все это история соревновательного бодибилдинга для меня закончена. Я выиграл достаточно много соревнований, у меня много титулов. И как бы достаточно лезть там в профессионалы, на это гробить всю свою жизнь, при том, что у меня генетика как бы неважная, что из этого выйдет, непонятно. Но сейчас, когда я добился каких-то минимум жизненных своих целях, не касательно соревновательного бодибилдинга, а семьи, там, заработка денег, я такой сел еще здесь в Аргентине, пока мы сидим, ждем там наше гражданство. Делать вроде бы нечего, воспитываешь сына, снимаешь ролики, да, там работаешь, тренируешься, тренируешь людей в зале, но как бы скучно, хочется чего-то большего, хочется попробовать что-то еще, и мне все-таки все еще интересно с приходом новых знаний. Мне стало любопытно действительно, чего я могу добиться, и все ли я израсходовал из своего потенциала, или есть все-таки что-то еще. Поэтому, как минимум, я попробую. Ну, знаете, проживешь и не попробуешь всю жизнь, потом будешь жалеть, так как минимум я попробовал, а уже что из этого выйдет, ну, то вы увидите в этих роликах. Собственно, кому интересна эта тема, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть, какие ролики снимать. Собственно, мы возвращаемся и начинаем подготовку к про-бодибилдингу, я надеюсь. Спасибо, что досмотрели до конца. Всего доброго.